Сегодня хотим от визит-центра пойти в сторону хребта Терес-Бутак и от горы Терешковой его траверсировать до Ареля, а может даже и дальше. От входа в ущелье Горельник пошли по тропе, ведущей к озерам Титова. По пути прошли мимо водопада, поднялись к Орлиному гнезду. Затем продолжили путь вверх по ущелью и через некоторое время свернули направо по ходу движения на перевал Трапеция Низкий. Спустились в ущелье Терес-Бутак, поставили палатку и налегке поднялись на пик Терешковой. Полюбовались оттуда красотами и спустились к месту ночевки. Привычную тропу перекрыли. Здесь началось строительство какой-то турбазы, поэтому пришлось обходить через визит-центр. Если пойдете, знаете, что надо сначала через визит-центр идти. Не очень удобно, конечно, а что поделаешь. Орлиное гнездо, расстояние 3750 от начала, высота 2550, привал. 5,7 километра за 3 часа 50 минут. Подошли к повороту на перевал Трапеция Низкий или Трапеция Северный. Прямо это на Титово. Сплошной туман. Речка Горельник. Остатки весенних лавин. Здесь хорошее сходило. Пересекаем лавину. Снег плотно слежавшийся. Здесь тропа. Отсюда она сходила. Поднимаемся на перевал Трапеция. Холодно, туманно, сыро. Это еще, конечно, не перевал. Внизу там освещенные поляны. У нас пока туман. Но чувствуется, что... А вот он и перевал, кстати, да, появился из тумана впервые. Ну, как-то чувствуется, что эта толщина слоя тумана стала тоньше. Так что не теряем оптимизма. Все в тумане. Бежит, бежит туман. Перевал совсем рядом, но его сейчас опять не видно. А это выход уже на сам перевал. Здесь карниз снежный. Ну, идет натоптанная тропа. Спокойно можно идти. Все в тумане. Жалко. 5 с лишним часов, около 7 километров. Высота 3140 метров. Здесь указано 3130. Мы на перевале Трапеция. Малый. Низкий, не малый. Сейчас пойдем в тумане к месту своей стоянки. Это будет, по-моему, не просто сейчас сделать туман. Просто сплошной. Густейший. Это вид, если его так можно назвать, в сторону Горельника. В сплошном тумане мы поднялись на перевал Трапеция Низкий. И вот так вдоль склона хотели идти, ставить палатку под Кумбельтау, где мы в том году ставили. Ну, там так заснежено, сыро. Сходили туда. И начало распогаживаться, или как правильно сказать. И увидели эти полянки, спустились сюда. Располагаемся сейчас прямо под
пиком Терешковой. Красота. Вода рядом, ровная площадка травянистая. Что еще надо? Погода пока совсем наладилась. Почти расположились. Собираемся на улице обедать. Сейчас будем кушать гороховый супчик. Гороховый суп, домашний сублимат. Ира сама сделала. С курочкой. Да, с курочкой сублимированной. Добавила сюда сванскую соль, специи. Также сейчас добавили, естественно, курицу сублимированную и масло кхи, да. Потом рулетики кабачковые с творожным сыром. И к чаю у нас будет домашний чак-чак. Оставили палатку. Идем на пик Терешковой. Посмотрим, как там дальше обстановка со снегом. Удастся ли сходить еще на Орель. Но я не уверен, снегу много еще. Ну все. Сегодняшний траверс у нас отменяется. Там столько снегу на Ореле. Так что идем только на Терешкову. Вот она. Сейчас сгоняем и будем отдыхать. Вот так шли с перевала Трапеция и на место, которое нам в прошлом году понравилось. Но там подошли туда, там, ладно, снег. Там места сухого нету, там все пропитано водой. Только что, видать, снег сошел недавно. Топко так. Поэтому мы спустились вниз на сухое место. И поставили там палатку. Палатка скоро скроется из виду. Мы все поднимаемся. Мы решили в лоб залезть сегодня. Уже не очень далеко. Вот галом поднимается. Снег на севере, а это сама вершина, виден Тур. Но я скажу так, вообще так в лоб не стоит со стороны Трапеции подниматься, хотя мы уже второй раз так. Лучше зигзаг заложить, спокойно подняться. Да, мы поднялись от нашей стоянки. И мы видим озеро. Наше любимое Большое Алматинское озеро. В дымке. Туман там рассеялся, но дымка осталась. Озеро озерное. Титова, Молодежка, Кумбельтау и так далее. Орджоникидзе самый высокий. Комсомолы выглядывают. И там виден вдалеке Талгар чуть-чуть проглядывается. Палатку отсюда нашу не видно. Это вид в сторону ущелья Терес-Бутак. Но снегу еще много. От города облака, да и нас, наверное, скоро накроет туман. Красиво. Это вид на запад. Всего 1,5 километра прошли, а шли от стоянки, честно говоря, почти 2 часа. Красота какая. С траверсом это я, конечно, погорячился. Так. И на Орель. Во-первых, много снега. Во-вторых, скалисто. Вот эта горка, ее почему-то назвали Пик Марьяшева. Там скалы. Не знаю никакие. И дальше в сторону Ореля. Там тоже есть скалки. Но те, кажется, проходимые. Ну, в-третьих, не успеваем по времени. А в-четвертых, вообще зачем это нужно? Когда можно просто сходить и все нормально.
по поводу пика Марьяшева, я не против Марьяшева, это наш был знаменитый алматинский альпинист, доктор исторических наук, замечательный человек. Просто уже есть пик, и высокий пик. Зачем называть еще один? Последний взгляд на Бау. Ходим вниз к месту нашей стоянки. Спасибо горным богам, что дали нам подняться, полюбоваться красотами. Все, идем вниз. Спускаемся зигзагом. Сразу в тень попали, здесь так холодно. И внизу наша палаточка. Как еще она далека. Как красиво в лучах закатного солнца смотрится пик Ариэль. Хотели сегодня сходить, у нас бы не получилось по-любому. Мы там были, правда, в тумане. Тень неминуемо приближается к нашей палатке. Когда мы спустимся, наверное, она будет уже в тени. Но будет еще светло. Сразу переоденемся в теплое термуху, носки, поменяем одежду, наденем пуховички, обустроимся там, окончательно все разложим и будем готовить ужин. Прям не налюбуюсь. Красиво. Эти полоски снега, сплошные снежники вдали. Очень красиво. Где-то за 50 минут подошли к нашей палатке. Как я и предполагал, она в тени. Но здесь тепло. Пять часов утра. Не очень холодно, наверное, около нуля. Ночью немножко не давал спать опять ветер. Порывистый такой. Будил. Бутылки лед. Вот он. Так что было, наверное, ниже нуля. Уходим. Спасибо этому месту. Все, оставили здесь чистоту, порядок. Идем на перевал Трапеция низкий. Поднялись на перевал Трапеция. Отсюда уже простой путь по пути подъема, только уже не в тумане. Если вы раньше не ходили на пик Терешковый, перевала Трапеция, можно спуститься туда вниз напрямую, можно зигзагом, что удобнее, особенно возвращаться так стоит по тропе. Там удобное место для переправы, тем залезть на эти пригорки, так пойти вдоль вершины, и можно подниматься почти в лоб, вот так вот. Эти скалы остаются справа от вас, вы идете слева. Но оптимальнее, на мой взгляд, и правильнее все-таки пройти еще дальше вдоль и заложить зигзаг и по более пологому склону подняться на гору. Где-то там внизу наше место. Сейчас его не вижу. Сейчас попробую его увидеть. Да, вижу. Лавина. Остатки лавины, сошедшие с перевала. Отсюда озер Титова не видно. Но видно, что там еще много снега. Еще, наверное, очень холодно по ночам. И, наверное, еще льдины плавают. Еще не освободились озера ото льда полностью. Заканчивается наш поход. Очень нам понравился. Вчера прошли, наверное, около 10,5-11 километров. Сегодня, наверное, будет километров 7,5-8. Ночевали в диком высокогорном месте, рядом со снежниками. Было холодно, ночью был заморозок. Но нам нравится ночевать в высокогорье.
Да, там более неустойчивая погода, более сильные ливни, более частые, более сильные грозы, ветра. Но очень нравятся краски. Более сдержанные, более строгие, чем-то напоминающие тундру. Да, в принципе, это и есть тундра. Низкоширотная.